Друзья, всем привет из Гватемалы! Добро пожаловать на канал Big Trip Vlog. Мы сейчас находимся в столице колониальной Гватемалы, город Антигуа, Гватемала. И в этом выпуске покажем основные достопримечательности этого города. А также отправим Томочку в трекинг на вулкан. Из города Сан-Агустин-Ланкин мы приехали в город, который называется Антигуа. И сейчас я вам покажу, куда мы заселились. Наш гестхаус, который называется Casa del Viajero, что в переводе с испанского обозначает «дом для путешественников». Здесь автоматическое заселение, присылают пароль, вводите его и заходите в комнату. В общей зоне есть все необходимое для того, чтобы готовить. Небольшая плитка, микроволновка. Можно делать тосты благодаря тостеру. Также есть холодильник, питьевая вода. А еще тут есть различные снеки, напитки, которые можно приобрести за отдельную плату и оставить денежку в специальном боксе. Есть комнаты со всеми удобствами, а есть комнаты для путешественников, где платишь за кровать и останавливаешься. А туалетом и душем пользуешься в отдельной комнате, которая также находится здесь. Мне в этих комнатах безумно нравятся чугунные раковины. Выглядит очень необычно. Также в общей зоне есть столик со стульчиками, где можно позавтракать, поужинать. И есть еще одна общая зона, которая находится на втором этаже. Сейчас поднимаемся на второй этаж. И здесь еще очень много столиков. Все усыпаны красивыми фиолетовыми цветами. Также есть комната на втором этаже. Все комнаты называются по названию городов в Гватемале. Наша комната называется Халапа. Небольшая уютная комната с двуспальной кроватью. Также есть прикроватная тумбочка и отдельно полочки для других вещей. В корзиночке мы обнаружили приветственную записку, а также сладости. За передвижной дверью находится душевая. Душ с горячей и холодной водой. Есть шампунь, гель для душа. Совсем маленькая раковина. Также есть еще мыло и крем для рук. Ну и, конечно же, унитаз. Начинаем сегодняшнюю прогулку с центрального парка города Антигуа. Полностью называется этот город Антигуа, Гватемала. Он расположен на высоте чуть более чем 1500 метров в окружении вулканов. Находится в 25 километрах от столицы Гватемалы, города Гватемала-Сити. Центральный парк украшает красивый колониальный фонтан с русалками. На центральной площади очень многолюдно. Продавцы, отдыхающие, продают и браслетики, и бусы. Еще мне нравится, как местные женщины здесь ходят в местных нарядах. У них это юбка и блузка. Видите, продают корм для птичек. Здесь местные просто обедают. Местных торговцев здесь прямо очень много. Можно купить и различные сувениры. Здесь, кстати, везде продают вот эту вот птичку колибри. По всей видимости, она у них популярна. Различные кувшинчики. Hola. Gracias. No, gracias. Видите, сколько здесь уличных торговцев. Сразу подбегают, потому что думают, что я хочу что-то купить. Но у нас слишком много багажа для таких покупок. Местные девушки выглядят очень колоритно. Ой, какая здесь красота. Это часы. Здесь у нас продают браслетики. Различные сувениры из бисера.
Здесь всегда очень шумно. Местные надеются продать что-то туристам. Туристов, кстати, здесь не так много, как просто на соседних улочках. Кстати, в отличие от Мексики, здесь нет чистильщиков обуви. То есть все именно сосредоточено на сувенирах и на каких-то сладостях. Смотрите, какие интересные браслеты и ножики в красивых чехлах, тоже с птичкой. Возле главного кафедрального собора Сан-Хосе мы увидели рисунки, сделанные из цветов, прямо на дороге, на булыжниках. Очень красивое зрелище. Сейчас на главной площади очень много людей, потому что город готовится к празднику, Страстная неделя, которая предваряет праздник Пасхи. Поэтому сейчас очень много здесь и туристов, и местных жителей. И происходят различные красивые вещи. Вот, в частности, эти рисунки. Сейчас мы с вами стали невольными свидетелями праздничного шествия, которое проходит в этом городе. Церемония началась еще внутри церкви, после чего фигуру Иисуса Христа с крестом вынесли на улицу. Ее несут много-много людей в своеобразных фиолетовых одеяниях.
Также играет оркестр. В общем, очень красивая церемония, наверное, одна из самых красивых, которую мы видели в нашей жизни. Это правда, вы знаете, очень многие люди планируют поездку в этот город именно на Пасху, на Страстную неделю, чтобы увидеть это шествие. А мы оказались здесь абсолютно случайно и даже не знали об этом празднике. И видим вот такой вот масштаб вообще впервые. Очень много людей на площади. Церемония потрясающая. Очень красивое шествие. Сейчас шествие отправилось по улочкам этого города. Кстати, Антигуа-Гватемала переводится как «древняя деревня». И этот город считается самым туристическим, что вы могли уже видеть на наших кадрах, ну а также городом с самым высоким уровнем жизни. В историческом центре города находится около 35 церквей. Многие из них были разрушены из-за извержения вулкана, поэтому сейчас можно наблюдать только руины. Сейчас мы гуляем по архитектурному комплексу Общества Иисуса, который включает в себя руины церкви, колледж и выставочные залы. Рядом с кафедральным собором Сан-Хосе располагаются руины этого собора, разрушенных во время землетрясения в 1773 году. Сюда также можно попасть, но за отдельную плату. Стоимость билета 20 кицалей с человека. Дошли до потрясающих руин церкви Эль-Кармен. Восхищает, конечно, эта фундаментальность, проработка деталей. Очень красивый монументальный вид. К сожалению, внутрь сейчас попасть нельзя. Мы видим, что идут восстановительные работы, очень много строительных лесов. Как мы видим, праздничное шествие продолжается. Уже даже спустя пару часов очень много людей сопровождает это шествие. Ну и мы также движемся в направлении следующей достопримечательности. Даже самые маленькие жители города несут Иисуса с Христом. Также во время шествия мы видим, что перекрывают дороги, по которым движется эта церемония. Сейчас мы дошли до арки, которая называется Санта-Каталина. Это главная достопримечательность Антигуа. Эта арка была построена еще в 17 веке. Часто в городе можно встретить местные тук-туки. Они здесь обязательно серебристо-бело-синего цвета. Сейчас мы дошли до еще одной церкви, которая называется Ла Мерсед, или Церковь Милосердия. Она опять-таки выполнена в стиле гватемальское барокко. Очень хорошо сохранилась. Ну а рядом располагается красивый парк. Здесь же мы видим женщин, которые продают цветы. Причем это не простые цветы здесь, а цветы именно для возложений, то есть для подношения. Огромное количество торговцев, различных палаточек. Также мы видим люди, которые здесь стоят в очереди. Они стоят, куда бы вы думали, они стоят в церковь.
Очень много уличной еды здесь. Готовят жареные тако, курочка, картошка, хлеб, мясо. Также мы видим фрукты здесь, манго в основном. Также, конечно же, чурросы, сладости и бананы жареные в масле. Сейчас мы берем манго порезанный, добавляем туда соль, перец, какие-то еще специи. В общем, мы берем совсем. Стоит 20 пиццали. Такой цветочек огромный. Дегустируем нарезанный цветочек манго. Смотрите, что он делает. Он убирает там, где меньше перчика. А что такое? Не, здесь есть. О, нормально, нормально. Так. На самом деле, красный это перчик, белый это соль. Вот зеленый самое интересное. Не могу понять, что это, но это, знаете, какая-то специя, но не острая. То есть это не какой-то перец, там, да, разновидность. Это, типа как петрушка, может, сухая, нет? Может быть, да, как зелень. Либо, да, может быть, как зелень. Сейчас еще попробуем. Манго огромный, сочный. Сейчас дадим Томочке попробовать. Ну что, зеленый такое? Я не пойму, что за специя. Какая-то травка, да? Да, как я тоже себя даю зеленая. Да. Гуляя по улочкам Антигуа, отчетливо можно видеть вулкан. Высотой почти 4000 метров. Это вулкан Агуа. Здесь также еще есть рядышком два других вулкана. Немножко из-за пелены небесной он скрыт. Но в любом случае его отчетливо видно. Сейчас мы дошли до рынка ремесел, который называется Эль Кармен. Давайте скорее заглянем, что здесь продают. На рынке ремесел продают много изделий, которые делают вот такие красивые женщины. Ола! А еще посмотрите, как необычно. Здесь продают Nike Air с вышивкой гватемальского типа. Видите, какие узоры красивые. Очень много футболок, тоже с надписью Гватемала. Каждый уважаемый рынок включает в себя множество украшений, масок из местного камня. Просто залипаю над украшениями из бисера. Какое же красивое плетение, интересная техника. А вот эти вот птички здесь тоже повсюду продаются, колибри. Большинство продавцов приглашают вас в свои небольшие палаточки, магазинчики. Здесь очень много рядов, между которыми можно достаточно долго гулять и что-то себе высматривать. Также очень красивые картины мы здесь видим, на которых изображены улицы Антигуа. Вот видите, улочка, и мы видим впереди вулкан. Из центра города мы вызвали по Uber такси. Решили доехать сейчас на такси, а не пользоваться тук-туком, потому что в тук-туке цена не фиксированная, а по Uber нам стоила поездка 26 кицалей. И мы приехали на красивую обзорную площадку. Парк, в который мы приехали, называется Сьерра-де-ля-Крус, или Холм Креста. Отсюда в солнечную погоду открывается шикарный вид на город и на вулканы.
Пока мы идем до обзорной площадки, также видим множество палаток с сувенирами. Стоит отметить, что сувениры в Антигуа подаются на каждом шагу. Даже когда ты гуляешь в центре города, все равно палаточки с сувенирами везде. Поэтому их очень-очень много. Парк и правда очень красивый. Уже на подходе к обзорной площадке мы видим театр под открытым небом. Именно так называется это место. Сама обзорная площадка состоит из нескольких уровней, а также здесь находится большой крест. На обзорной площадке мы также увидели немного выцветший план города с различными достопримечательностями, с вулканами. Но из-за того, что сейчас город окутала дымка, мы видим лишь сам город, а вулканы, которые должны находиться по всему периметру, мы уже не видим. Несмотря на плохую видимость, мы в любом случае в восторге от этой обзорной площадки. То, как она обустроена, то, какой красивый вид открывается. Словно это не город Антигуа, а его макет. Смотрите, какие ровные дороги, какие аккуратные домики. На эту обзорную площадку можно как подняться, так и спуститься по специально оборудованной тропинке, которая проходит через лес. Очень приятно гулять, особенно когда вы спускаетесь вниз. Вот мы наверх заехали на такси, чтобы не тратить много сил. А вниз уже спускаемся сами. Сейчас мы направляемся уже в наш отель, по дороге еще поужинаем. Кстати, если вам интересны кадры из ресторанов, то мы их публикуем в сторис, также в шортс, поэтому следите за нашими социальными сетями. Казалось бы, ночь на дворе, пора бы спать, но нет, времени не для сна, а для того, чтобы подняться в хайкинг к вулкану Акатанангу. Время 9 часов, посмотрите, какой огромный трансфер за мной приехал. Сейчас поеду с водителем Луисом. Отдаленно виднеются звезды. Сейчас вы начали наше путешествие, смотрим на Луну, на звезды. Меня встретил гид, его практически не видно. Абла, ола! Так, я думала, что меня будет совсем не видно, но благодаря фонарику даже чуть-чуть видно. В общем, ребята, приехали к подножию вулкана. Меня здесь сразу встретил гид. Боже, какая страшная на камере сейчас. Не обращаем внимания, ночные виды. Вот, подниматься нам сейчас 3 часа до первого лагеря. Там будет остановка. Такой здесь интересный песок. То есть идешь как будто бы по пляжу. Я его плохо вижу, потому что идем просто в кромешной тьме. Есть фонарик у гида. И, кстати, мне сейчас жарко. Но говорят, что на вершине будет очень холодно. Ой, ребят, знали бы вы, что я пережила? Ой, ну я потом подробно еще вам расскажу. Сейчас у нас привал. Гид развел костер. Немножко греемся. По его словам, нам осталось 20 минут, но я бы не стала в это верить. Ой, ребята, я думала, я точно где-нибудь отброшу коньки. Я понимаю, что плохая картинка. Это тяжело, потому что ты идешь словно по какому-то пляжу, и постоянно под тобой проваливается песок, ноги проваливаются, скатываются, ты пытаешься делать шаг, в итоге назад. Я капец как устала. Ну, то есть я очень выносливый человек. Мы шли одни из первых, но, ребята, я капец как устала. Я еще все вам подробно расскажу, как это было. О, костер погас, поэтому меня не видно. Мы уже сидим здесь где-то час. Теперь здесь много людей. Мы дошли, потому что самые первые. Едут уже познакомилась с новыми друзьями. Ола! Готовят кофе. Сейчас его будем пить у костра. И от того, что здесь очень много людей, стало гораздо теплее.
Ребята, сейчас за мной находится вулкан Агуа. До этого мы смотрели на вулкан Фуэго. Все подробнее расскажу чуть позднее, потому что здесь сильный ветер и постоянно попадает песок в глаза, поэтому вообще не могу разговаривать. Ой, ребята, в общем, забиралась я сегодня на вулкан Акатенангу. Я надеюсь, что мне слышно. Ветер вроде здесь не такой сильный. Скажу так, это, наверное, был один из моих самых неудачных опытов хайкинга. Я даже не знаю, с чего начать. С того, что время на просмотр вулканов было соседних буквально 3 минуты, а добирались мы сюда с 9 вечера. На вершине я оказалась в 6 утра. И по факту это можно было сделать не в 6 утра, а гораздо быстрее. Потому что у нас был привал, гид часто отдыхал, развел костер. И 4:30 все стали люди расходиться, потому что они шли на рассвет. Я говорю моему гиду, типа, время уже как бы идти на рассвет, уже солнышко встает. Он такой, не-не, типа, тут 25 минут идти, мы доберемся быстро. Это было время 4 часа 30 минут. В итоге он наконец-таки выспался в 5 утра на земле. Я, естественно, не спала, потому что, мне не очень комфортно спать на земле. И у меня нет такого опыта, вот. Но в итоге это было не 25 минут, это было 1:05 ровно. Я была в таком просто афиге, извините меня за выражение, потому что у меня нормальная физическая подготовка, абсолютно. И я шла быстрее других людей, очень многих. Я просто перегоняла. Но в этот момент я, наверное, вспомнила вообще абсолютно все молитвы высшим силам, чтобы они мне дали еще хоть чуть-чуть физических сил забраться наверх. Вся дорога, она выглядит абсолютно так. Вот сейчас я спускаюсь вниз. Видите, это песок. Здесь просто вулканический песок. Делаешь 2 шага вперед, скатываешься на 1 назад. Это было очень тяжело. Даже спускаться сложно, потому что чуть-чуть неправильный шаг, и можно упасть. Претензии к моему гиду, он вообще не видел те моменты, когда было мне реально тяжело. Когда там надо было руку подать или предупредить, что сейчас будет не просто песок, а еще камни. Он просто отходит от меня, где-то там тусуется, либо наоборот сзади идет. Я, конечно, в шоке от сервиса. И объясню почему. Есть несколько опций, чтобы попасть в этот тур. Первый – это 2 дня провести здесь. То есть в 8 утра начинается подъем, потом днем прибывает в лагерь, встречает закат, а на рассвете идут снова на последнюю вершину, где видны другие вулканы. То есть это вулкан Фуэго и вулкан Агуа. Так в целом нормально, знаете. Но я просто не хотела проводить здесь ночь, потому что связь здесь ловит постольку-поскольку, и я просто не могу даже себе позволить остаться здесь на ночь, потому что у меня удаленная работа и так далее, а мне нужно быть на связи. Вторая опция, которая существует и которая мне прям понравилась, то, что сюда можно прийти одним днем. Забраться сюда, встать в 4 утра и поехать обратно в город, и к вечеру уже будешь на месте в Антигуа. Но получается так, что изначально у меня вся Мексика была спланирована, наша зимовка, а Гватемала, она была спланирована, знаете, таким черновиком. И поэтому мы зачастую делаем как? Прямо день в день мы решаем, что мы будем делать. Я знала, что я пойду на вулкан. Понятное дело, что это моя ошибка. Но я просто не знала, в каких числах мы будем в Антигуа. И поэтому, когда я сюда приехала, за 2 дня я стала искать
вот этот как раз дневной поход. Нашла в нескольких агентствах стоимость от $59 до $300. Вот, цены в долларах, потому что в основном эти агентства принадлежат европейцам, у них и хорошее качество, насколько я читала по отзывам, но нет мест из-за праздников. Я походила по этим агентствам, потратила несколько часов, писала в эти агентства. Ну, результата 0, мест нету. Ближайшие только через неделю, через 2. Как бы у нас нет столько времени, и это дополнительные затраты, чтобы ждать подъема на этот вулкан. Мне одно агентство предложило индивидуальный тур, потом еще несколько. Я стала смотреть по цене, естественно, потому что это вообще не дешевое удовольствие, когда ты отправляешься в индивидуальный тур. Кто-то мне писал там цену 1500, и вот они согласились за 1200 кецалей. 15 тысяч рублей. Конечно, сумма не маленькая, но я решила согласиться, потому что походила по другим агентствам, и в других был индивидуальный тур гораздо дороже. Что мне обещали? Обещали мне часовую прогулку вокруг вулкана, личного гида, авто, которое меня заберет и отвезет туда-обратно. К авто у меня вообще претензий нет. Реально приехали в 9 часов вечера, меня забрали, быстро до сюда довезли, меня встретил гид, и мы вот отправились. Мне сказали, что да, виды красивые будут, но если хотите увидеть лаву и большое такое, ну как бы знаете, как дымка у вулкана Фуэго, ради которого я буквально сюда и приехала, и прошла такой путь, нужно идти на рассвете, но дороже, еще на 100 кецалей. То есть это у нас уже 16 500 рублей. Сомнительно, но окей. Сомнительно, потому что выезд в 9 вечера, подъем всю ночь, я, получается, без сна, без отдыха. Ну, я согласилась, потому что мне хотелось увидеть лаву. Пока я рассказывала вам свою историю, просто мой гид потерялся. Здесь несколько маршрутов, несколько троп, куда мне идти, я, честно, не знаю. По-моему, он должен ждать меня, когда я даже буду записывать видео. У меня как бы индивидуальный тур. Я просто поражаюсь. Вы извините меня за внешний вид, вы еще не видели мои ботинки, мою куртку. У меня все лицо в песке абсолютно. У меня все волосы в песке. У меня глаза в песке. У меня так режет глаза сейчас, что я просто даже не могу снять солнцезащитные очки. Ну вот, просто полюбуйтесь, какой был маршрут. Ну, это точнее часть. Это он говорил, это даже не вот этот кусочек, а проходило полчаса, чтобы забраться на вершину. Но путь от костра до вершины, он был еще больше. Это, конечно, нереально было подняться за 25 минут. Уж где он придумал это время, я не знаю. И вот так вот я стою. Куда идти, я не знаю. Теперь вместо гальки мелкий-мелкий вулканический песок. Но тоже, знаете, вот чуть-чуть шаг влево-вправо и сильно скатываешь, и опять чуть не грохнулась. Я понимаю, что сейчас я сказала много негатива. Место в любом случае потрясающее. Это здорово, когда, знаете, ты выше облаков, видишь восходящее солнышко, видишь вулканы. Конечно, это все не зря, что я поднималась, но чуточку я разочарована за такую стоимость. Я и так, скрипя просто зубами, оплачивала этот тур. Плюс Кирилл не пошел, потому что стоимость, ну, правда, дорогая. Иду я сейчас одна без гида. Но тут он меня догнал. И знаете, что меня спрашивает? А у тебя деньги есть? Я такая, типа, ну есть, да. Он такой, ну ты не забудь мне чаевые заплатить. Вот, в общем, что интересует человека в первую очередь. Это, конечно же, чаевые, а не то, чтобы я осталась довольна от проведенного времени и от увиденного. То есть он, понимаете, я ему много раз сказала. Для меня самое важное — это увидеть лаву. Но, видимо, это как-то в одно ухо влетело, в другое вылетело. Показываю вам эксклюзивный контент. В общем, у меня все лицо просто оно черное. Вот видите, на пальце вот так проводишь, там такой скриж, знаете, как
скрабирование песочное. В общем, все лицо у меня черное. Я просто даже не знаю, как я его буду отмывать. Мне кажется, что ни одна мицеллярка не поможет. Видите, все черное. А сейчас я вам покажу свои ботинки и покажу штаны. Это я просто дотронулась до своего носа. Я взяла у Кирилла термобелье. Это вот мои. Я еще шмыгаю носом, потому что меня продуло. А это вот ботиночки. Сейчас вместе мы с вами их почистим хотя бы внутри. Как вам такой вот трекинг? Вся камера тоже в пыли. Шапку теперь хотя бы можно снять. Все лицо, куртка, штаны, носки, в общем, все. Самое ужасное это глаза, потому что прям внутри глаз песок. Он сильно дул. Если бы у меня была кепка, может, получше было бы. А так просто я даже шла постоянно, знаете, вот песок в глаза. Я ничего не видела и шла вот так вот прямо. Это еще и с солнцезащитными очками. Это благо я их взяла, меня не предупредили о том, что будет вот такой, знаете, жесткий песок. Вулкан Акатенанго, на вершину которого я сейчас осуществляла подъем, имеет высоту 3976 метров. Считается старым вулканом и соединяется со вторым вулканом, который называется Фуэго. И тот, и другой вулканы, они очень активные. Раньше вот этот вулкан Акатенанго извергался вообще постоянно. Было самое такое мощнейшее его извержение 2000 лет назад, когда он погубил все города, находящиеся рядом. Последнее извержение Акатенанго было в 1972 году. Но вулкан Фуэго, который образует единое целое с вулканом Акатенанго, извергается гораздо чаще и в современное время в том числе. То есть и в 2006 году было извержение, и в 2018 погибло даже много человек. Говорят, что гораздо больше, чем тогда предоставляли официальные данные. Все еще можно полюбоваться вулканами Атитлан. Мы, кстати, на них еще полюбуемся, потому что мы отправимся к ним ближе. В следующем выпуске. Это, наверное, такая, знаете, самая пыльная тропа из тех, которых у меня была в жизни. Главные советы, наверное, по тому, как правильно отправиться в трекинг. Выбирайте агентство, выбирайте хорошее агентство и выбирайте заранее, чтобы были места. И, конечно, лучше не приезжать сюда на праздники, потому что во время праздников все и дорожает, и мест нету. Берите групповую экскурсию, не обязательно брать индивидуальную. Не факт, что индивидуальная будет лучше. Как видите, до сих пор со мной гида нет. На рассвет, да, прикольно сходить. Получается, что в 9 часов вечера за мной приехала машина. Были мы здесь уже в 10 вечера. И с 10 вечера до 3:30 утра мы поднимались до костра. То есть это такой привал. До 5 утра мой гид отдыхал. Вот, я, конечно, тоже отдыхала, но просто я ему говорила, давай пойдем, потому что все люди уже ушли, а мы с тобой не ушли. А он такой, 25 минут. В общем, нет, в 5 утра ни в коем случае не стоит стартовать, нужно раньше. Я бы даже стартовала в 4 утра, чтобы точно добраться до вершины и встретить рассвет красивый. В общем, все закончилось тем, что я решила сказать гиду свои претензии. Мало того, что он должен был познать английский язык, он его не знает, поэтому мы общаемся на испанском. Тем словарным запасом, который у меня имеется, я ему объясняю. Я абсолютно недовольна. Ну да, было красиво, но это было не то, что я хотела. То есть идти столько часов и не увидеть практически ничего, заплатить 16 тысяч рублей, и столько сил я потратила, вы просто не представляете. Я не знаю, видимо, у меня сейчас такая злость, что я до сих пор прямо, знаете, вот живчик. Я вообще не хочу спать, хотя я не спала сегодня вообще. В общем, он начал такой, ой, у меня травма. Я говорю, слушай, я тебе говорила, в 4 утра пошли. Он такой,
Короче, знаете, вот эти вот отмазки тупые, просто непрофессионализм. Я просто, знаете, если я в России недовольна сервисом, я обязательно об этом говорю, чтобы люди понимали ошибки и исправляли их. Клиент, как всегда, прав, да? А когда это случается за рубежом, я помалкиваю, потому что я не знаю, как правильно объяснить, и мне в целом не хочется расстраивать человека, да? То есть он предоставил какую-то услугу, а я его сейчас расстрою. Но сейчас какая-то, знаете, вот я не знаю, у меня просто вот проснулась, не знаю, что именно, видимо, какая-то злость, что и обида даже в первую очередь, что реально сил было потрачено, ну просто дофига. Это был просто один из самых сложных подъемов моих. И я не получила то, что хотела. Я просто столько времени потратила, чтобы найти гида. Я потратила время, чтобы организовать все это. И в итоге, вы сами видите, вот он что-то уйдет, там наш, знаете, как бы отмазывается. Ну ничего, сейчас еще приедет представитель компании. Я ему уже написала тоже. Посмотрим, чем все решится. На встречу сейчас попадаются туристы. Вот я вам хочу показать, как они идут. Видите, просто медленным шагом, потому что по-другому здесь невозможно. Скатываешься сразу. После того, как я пожаловалась хозяину этого агентства, гид от меня теперь не отходит ни на шаг. Хотя теперь он мне вообще как бы не нужен. Сейчас вам покажу природу, которая окружает. Вот это действительно очень красиво. Смотрите, какие безумно красивые джунгли. Погода, кстати, постоянно меняется. Наверху было очень холодно, был сильный ветер, песок в глаза. Без куртки, без шапки было не обойтись. Но чем ниже спускаемся, тем температура становится комфортнее. Я осталась в одной кофте. Вот, еще бы сняла и штанишки, но у меня под низом термобелье, которое мне большое. Я просто не могу позволить этого сделать. На выходе продаются различные напитки. Арбузики явно не очень сладкие. Сейчас я вам покажу, как выглядит вообще вулкан. Точнее, вход в этот парк. Потому что была ночь, и я не смогла вам снять. Здесь проходит регистрация, покупать билеты. Но ходить можно только с гидом. Сейчас я жду владельца этого агентства. Он еще не приехал, хотя должен был приехать в 9 утра. В общем, продолжался тур с 9 вечера, и вернулись мы в 9:30, но в итоге самую главную часть, ради которой, собственно, и был весь этот поход, он был всего лишь, 5 минут? Посмотрите на мое лицо, я вся черная, волосы все в песке, глаза все в песке, выгляжу я просто отвратительно. Трагикомедия продолжается. Оказывается, он говорил, 35 минут это не то, что водитель сейчас приедет туда. Нам еще 35 минут спускаться. Но мы же знаем, что у этого гида проблема с планированием времени. Поэтому это может быть 35 минут, это может быть час. Потому что 35 минут уже прошло на самом деле. Уже 10 утра. Вот. А мы еще не на парковке. Вы знаете, я всегда придерживаюсь того, что если что-то пошло не так, то надо пересмотреть свои действия. В чем я была не права и так далее. Ну, во-первых, я была не права в том, что я планирую день в день. Мне, видимо, надо выбрать пару дней, чтобы распланировать побольше. Понимать, где и когда мы будем. Это первое. А второе, я вот как чувствовала, когда мы сидели у этого костра, я прям, знаете, я как понимала, что что-то идет не так. Я его переспрашивала. Надо было, знаете что? Надо было встать и идти самой. Ой, как я не завидую им. А может быть, завидую. Они-то увидят, а я не увидела. Поэтому их сложный подъем, возможно, того стоит. В общем, ребятушки, пришла я только в 10:30, но я сама на самом деле обратно уже шла очень медленно. Я была такой уставшей, такой разочарованной. На самом деле, понятное дело, что когда я видела своими глазами, все это было действительно красиво. Просто мне немножко грустно, что я не смогла вам снять в полной мере весь обзор этих вулканов, потому что были большие ожидания, и эти большие ожидания не оправдались, но как бы такое бывает. Вот, встретился я сейчас с хозяином, он меня везет в отель, он приехал сам на своем авто, потому что до этого его отвозил его сотрудник. Я ему пожаловалась, все рассказала, и он говорит, что завтра он предоставит для нас бесплатно шаттл до следующего города. Это Atitlán, который стоит $20. Что ж, это в целом неплохо. Это с человека $20, поэтому завтра мы едем в другой город. За весь этот праздник, скажем так, платит теперь владелец этого агентства. С другой стороны, мы
отлично погуляли по Антигуа, просто великолепнейший город, безумной красоты. Сходила на вулкан, показала вам то, что показала. Вот, пишите свои комментарии, интересно знать ваше мнение вообще обо всей этой ситуации, бывало ли у вас такое. Вот, ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч!